Воля, разум, эмоции. Пусть воля контролирует разум, а разум управляет эмоциями. Не бойтесь своих ошибок. Совершив ошибку, просто проанализируйте полученный опыт. Всем доброго времени суток. Мы находимся в музее восковых фигур «Мадам Тюссо». История Тюссо началась в холодном декабре в Страсбурге, когда родилась маленькая Мария. Отец девочки погиб на войне незадолго до ее рождения. Наверное, многие знают о музее восковых фигур, но мало кто знает историю самой мадам Тюссо. Настоящая фамилия Тюссо Гросхольц из потомственной династии палачей Гросхольц. И, возможно, именно это темное прошлое наложило отпечаток на ее творчество и жизнь самой мадам Тюссо. Много препятствий пришлось пройти в жизни Марии. Сначала она занималась творчеством при дворе, но во Франции грянула революция, и покровители Анны Марии, королевская чета, отправились на эшафот, а сама мадам Тюссо попала в тюрьму. В застенках соседкой Марии оказалась Жозефина Багарне, будущая любовница Наполеона и императрица Франции. Обеих женщин уже приговорили к смертной казни, но в последний момент помиловали. Новая власть потребовала от Марии сделать посмертные маски королевской фамилии, которые были уже казнены. Анна Мария бродила среди окровавленных и разлагающихся тел. Она должна была найти головы Людовика и королевы. Мадам Тюссо справилась с поручением. После этого Марию больше не беспокоило новое правительство, и она снова занялась работой. Воск был в изобилии, но где взять дефицитный материал, такой как волосы? Мадам Тюссо добивается пропуск в тюрьму, подвал, где складывали обезглавленные трупы после казни, чтобы использовать их волосы на прическе восковых фигур. В 1802 году Тюссо отправляется в Лондон. Английская революция – история не менее привлекательная, чем французская. Анна Мария создает новые фигуры знаменитостей. Ричард Львиное сердце, Генрих VII, Мария Стюарт и Мария Тюдор, Кромвель и Английская революция. Помимо знаменитостей, мадам Тюссо создает фигуры знаменитых убийц и преступников. Мария знакомится с эдинбургским палачом Джоном Уильямсом. Дружба ей позволяет делать слепки лиц казненных преступников. Не один час нужно потратить, чтобы осмотреть всю коллекцию. Некоторые фигуры до сих пор хранят тепло рук мадам Тюссо, в которых она вложила душу и оставила свое сердце. Некоторые фигуры оснащены механическими действиями. Можно пройти по залам рядом со звездами, посидеть рядом с легендарной группой Битлз, зайти поздороваться с королевой Великобритании Елизаветой II и ее семьей, посмотреть на всеобщую любимицу принцессу Диану, не забыть заглянуть на великих людей науки Эйнштейна и Ньютона, ну и, конечно, поговорить о политике с Бараком Обамой и Трампом. А потом оказать помощь в спасении мира с супергероями и, конечно, загадать желание с волшебными персонажами «Звездных войн». Путешествуя во времени, кажется, что прошлое еще живое, и оно преследует нас, что стоит только повернуться спиной, и все фигуры начинают двигаться. Это невероятно, они как живые. Но не надо бояться прошлого, нужно просто относиться к нему с уважением. Не бойся идти навстречу переменам, бойся быть их рабом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и верьте в себя и свои желания.